Вот эта местность, вернее, где я сейчас нахожусь, это самые древние карьеры. Ну вот, пожалуйста, характерный след. Вот он, этот плод. Кэшью очень вкусный. Когда японцы захотели сделать автомат Калашникова, у них получился Honda Dream. Да, глина здесь у нас опять же однородная, без посторонних включений и очень-очень мелкодисперсная. Просто морской песок. Ну вот, пожалуйста, вот срез. Вот, смотрите. Вот это класс. Его нет на карте, кстати. Надо поставить точку, надо его занести на карты Google. Но я подумал, наверное, местный дух хочет, чтобы я его посетил. Ну вот я здесь. Как вам вообще пейзажик? Вот представьте себе, во влажный сезон здесь все будет цвести и пахнуть. Они с веток, знаете, прыгают. И все. И очень больно. Это же сколько тут камня. Это можно построить приличных размеров комплекс из всего камня, который добыли только из одной этой каменоломни, а их тут сотни. Ну вот, мы видим эти ступени. Посмотрите, вот он, вот она красота, вот она добыча, древняя добыча песчаника, неизвестно когда и неизвестно кем. Слов нет, друзья. Сейчас мы вот туда тоже непременно спустимся. Просто хочу немножко обойти. Здесь, посмотрите, такой маленький добыли. Вырезали маленький кусочек. Здесь вот тоже очень много обломков валяется. Очень много обломков. Но они такие неинформативные, естественного происхождения. А здесь, видите, вот как ступени вниз уходят. Вот вырублен угол. Там вырублен угол, там вырублен угол. Ну и вот они, следы добычи, пожалуйста, смотрите. Пожалуйста, смотрите. Я так рад, друзья. Я открыл нечто новое. Прям ура. Странно, что я координаты вот этой каменоломни в этой научной работе японской не находил. Неужели они проехали мимо? Посмотрите, как тут, значит, это все происходило. То есть мы видим здесь огромный выход песчаника. Ну, в принципе, вся вот эта вот площадь, да, предгорье плато Кулен, это все фактически один сплошной выход песчаника, правда, разного качества, да, и здесь, очевидно, был очень качественный, поэтому они устроили здесь такую точечную разработку. Но по сравнению со всеми карьерами, которые я видел до этого, этот, конечно, превосходит их по масштабам. Сейчас мы будем спускаться вниз. Мне нужно только поменять батарейку в камере, потому что она вот-вот сядет. Здесь все выжжено, вы видите, это местные выжигают траву каждый сухой сезон. Не спрашивайте меня, зачем. Вот, честно говоря, я не знаю, но из-за этого, конечно, вот эта вот дымка на небе постоянно в сухой сезон. Знаете, как хочется дождя, чтобы это все уже наконец-то исчезло. Ух ты, тут прям у нас проход есть. Прям проход, прям ступени. Слушайте, ну, спасибо древним каменотесам за то, что они о нас позаботились. Ну вот, мы видим эти ступени. Так, друзья, давайте измерим высоту ступени, потому что это важно. Это важно. Ух ты! 60 сантиметров высота ступени здесь. Это очень много на самом деле. Это на самом деле действительно говорит нам о том, что это очень древний, да, 60 сантиметров. Это говорит нам о том, что это очень древний карьер. То есть в самых древних карьерах здесь, в Камбодже,
высота ступени, она как раз в районе 60, иногда чуть больше даже сантиметров. Вот он, друзья, смотрите. Вот он, этот карьер. Гигантский, зараза. Это же сколько тут камня. Это можно построить приличных размеров комплекс из всего камня, который добыли только из одной этой каменоломни. А их тут сотни. Их тут сотни, друзья. Чудо, просто чудо. И никто сюда не ездит. Ну, а как сюда попадешь-то? Вы видели дорогу? Это я еще снимал там, где можно было снимать. А там, где было совсем ужасно, там и снимать было невозможно. О, класс! Смотрите, друзья. Вот они. Ух ты. Как интересно. Смотрите. Здесь мы видим... Ой, зацепился. А, фак. Китайский бамбук такой колючий, зараза, цепляется. Здесь прям срезано, как будто бы, да? Но я не знаю, может быть, это естественный процесс. А здесь мы опять видим вот эти следы. Вот эти характерные следы, которые мы видим везде. Но вот посмотрите, они же как будто бы за... Ну, как, не знаю, не за один, конечно, проход. Вот здесь мы видим, уперлось, да? А потом здесь дальше пошло. Ну, в общем, по следам, конечно, сложно определить, каким инструментом они были оставлены. Вот здесь вот так вот в углу вырублено, смотрите. Все вам показываю, ничего от вас не скрываю. И никто, кроме меня, вам эти карьеры не покажет. Очки даже упали у меня от удивления. Да. Следы, следы, следы. И высокий шаг. То есть здесь добывались прям большие блоки. Прям огромные блоки. Я так понимаю, что во влажный сезон здесь все заполнено водой. Потому что уж очень много зелени, как вы видите. О, тоже потрясающе. Смотрите. Вот они. Где? Вот оно откололось. Видите, вот этот слой, он откололся, и здесь у нас ровная поверхность. То есть вот это точно не след добычи, а след добычи вот он. Слышите, как звенит? Потому что там ничего нет. Ну, песчаник, он так откалывается. Отслаивается, вернее сказать, да? Господи. Ходить по выжженной земле, конечно, как будто я на другой планете. На планете Плюк. Плюк — четландская планета, поэтому мы, подсаки, должны цаки носить. Ну, а здесь вообще все эродировало, да, и, судя по всему, все следы исчезли, я не знаю. Похоже на то, да? Вот оно все, простите, вот, все отслоилось, упало вместе со следами добычи. И ни одного бесхозного блока, что интересно, потому что вот на тех каменоломнях, которые я вам показывал в предыдущем видео, там куча выброшенных блоков, в смысле выброшенных, не вывезенных блоков. А вот здесь мы ни одного не видим, а с другой стороны, это вовсе не значит, что их тут нет. Почему они должны быть обязательно здесь? Да, они же могут быть где-то снаружи. О, какие ступени мощные. Смотрите. А можно туда пробраться, нет? Везде эти колючки, видите? Они не такие ужасные, но неприятно все равно, когда в тебя впивается. Кое-как пробрался. Ну вот они, ступени. Здесь, кстати, поменьше ступени уже, да? Здесь как будто бы добывали, может быть, в более поздний период. То есть такое тоже возможно. Ведь если даже сейчас используют старые каменоломни, то уж на протяжении столетий их точно использовали. Фак. Весь в колючках. Все. Потрясающе. Я дико рад, что я это нашел.
Давайте здесь пройдем и там, наверное, же наверх и выйдем. Так, ну здесь, я не понимаю, это вот не археологи же раскапывали, да? А как оно так само сохранилось? Как это вообще получилось? Непонятно. Непонятно. Ладно, давайте выберемся и оглянемся вокруг. Нет ли здесь где-нибудь... Ой. Слушайте, а я на возвышении сейчас нахожусь. Как интересно. Ой, друзья, там еще одна каменоломня, оказывается. Посмотрите. А я вообще на какой-то древней дамбе нахожусь. Это не удивительно. Это вообще ни разу не удивительно, потому что здесь, в Камбодже, водная инфраструктура, она циклопических масштабов. Нигде в мире ничего подобного вообще нет. Ну, то есть вообще нет, друзья. Вот просто представьте себе, Камбоджа абсолютно уникальна в этом смысле, потому что, ну, водная инфраструктура можно много где найти, там и на Шри-Ланке, и в этой Индии, там, я не знаю, да, где угодно. Но таких масштабов, друзья, вы не найдете нигде, да. Я вот сейчас реально иду по дамбе, по древней, судя по всему. Да, красота, просто красота. Вот туда надо сейчас попасть, потому что вот эти вот камни, они очень странно как-то выглядят, да? То ли это сформирована дамба из булыжников, ну, из блоков песчаника. То ли что, вот то ли что, то ли не что, мы сейчас попробуем узнать. Ну, для начала надо найти тропинку, где можно было бы безопасно спуститься, потому что здесь какой-то очень крутой спуск. Ладно, сейчас, друзья. Сейчас все будет. Сейчас все будет. Ну, насчет дамбы я на самом деле не знаю. Да, может быть, это естественный ландшафт. Хотя, надо вам сказать, что тут местность довольно плоская. Правда, с отдельными возвышениями, да. Ну, в общем, не знаю. Тут нужно как минимум хотя бы на дроне полетать, чтобы оценить это все сверху. Но дрона у меня нет, и денег на дрон у меня нет тоже. Потому что никто не донатит. Ой, простите, конечно же, донатят. Извините, друзья, те, кто высылает донаты. Мы вам очень благодарны. Но хотелось бы, чтобы вас было больше, потому что не хватает денег на все это. На покупку аппаратуры. Итак, видите, камеры, микрофоны. Постоянный ремонт мотобайка, потому что он ведь тоже лучше не становится от езды по таким дорогам. А я почти каждый день по ним передвигаюсь. Вот, ну ладно, давайте попробуем спуститься туда. И нужно еще не забыть отметить эту точку на карте. Надо нанести ее на карты Google. Так, я решил чуть-чуть подъехать поближе. Я не могу понять просто, как мне туда вниз спуститься. Ух ты. Я уже теперь не могу найти то место. Я вот вернулся к мотобайку. Так, и не могу найти то место, где я видел эти блоки. Ой, господи. Какое тут все заколдованное. Как вам вообще пейзажик? Представьте себе, во влажный сезон здесь все будет цвести и пахнуть. Все будет зеленое. Ну, мне тут не спуститься, друзья. Это уж... Да. Это, конечно, невозможно. А надо бы. Как же туда люди попадают-то? Может, там более пологий спуск? Давайте попробуем. Жесть какая. Да, очень сложно все это искать, конечно. Там, похоже, тоже ни черта. Нет, тоже одни заросли. Да. Это вам не по туристическому Анкору ходить. А вон следы добычи, кстати, на каждом шагу они. Гляньте. Да, то есть вот это все, очевидно, выбран камень
Очевидно, это все выбран камень. Мне кажется, что я сегодня вряд ли смогу снять все, что я планировал. Вот они, следы добычи, друзья. Посмотрите. Я что хочу сказать. Я сегодня очень много напланировал. Я думал, я вот приеду, поснимаю. И дальше поеду, там поснимаю, дальше поеду. Но я чувствую, что я здесь застрял надолго. Там, кстати, люди, видите, активно сельским хозяйством занимаются каким-то, я не знаю, что они тут выращивают. Ну тут, знаете, в Камбодже вдоль любой тропинки селятся люди. Вот, тут пологий спуск. Так неприятно выглядит. Так неприятно выглядит. Ну, с одной стороны, знаете, оно и хорошо, что они выжигают эту траву, потому что представьте себе, что здесь было бы, если бы они ее не выжгли. Я бы вот так не смог здесь ходить. Конечно. Текс. Да, сейчас мы будем внизу, я чувствую. Все-таки мы дойдем до этой цели. Я не помню, я, может быть, уже говорил в каком-то видео. Ах, что это не колючки? Говорил в каком-то видео, что у меня процент неудач где-то, наверное, 30. 30% неудач. То есть, когда я куда-то еду, а потом не могу к этому объекту подобраться. Ой, Господи, боженьки мои. Фух. Хотите также полазать? Обращайтесь. Обращайтесь. Берите с собой подходящую одежду, хорошее настроение и вперед. Ну а что вперед-то? Мне тут уже не пройти. Здесь уже заросли. Слишком уж я оптимистичен был, когда подумал, что я смогу здесь подобраться куда-то. Не, бесполезно. Бесполезно. Будем возвращаться. Муравьи атакуют уже мою шею. Сегодня я в штанах поехал, потому что я не хочу в шортах по таким ужасам ходить. Потому что каждый раз, когда едешь в шортах, у тебя потом ноги все в крови. Так, реально меня муравьи атаковали в шею. Фу. Неприятно, все уже искусали. Так, ладно, друзья. Сейчас попробуем другим путем пройти. Они с веток, знаете, прыгают. И все. И очень больно. Такие здесь кусучие, противные. Черные эти муравьи. Рыжие еще куда не шло. Но черные. Да. Ну, тут виден след спила, кстати. Ай, спила. Пилили их здесь, пилили, друзья. Пилите, Шура, пилите! Пилили и в готовом виде доставляли на место строительства. Но как? Этого мы, повторюсь, не знаем. Ну что, давайте найдем то место, откуда я это увидел в первый раз. Вот здесь оно, да. Ну и будем спускаться уже, наверное, как получится. Что делать? Я зря, что ли, сюда перся в такую даль. Вот спуск. Ну, не знаю, почему с той стороны было не подойти, а здесь кое-как. Нормально. Просто очень скользко, знаете, эти мелкие камушки, они такие скользкие. И поэтому тут, конечно, надо было палку взять. Там лежали наверху бамбуковые палки.
Я, дурак, не подумал об этом. О, и в бок меня кто-то укусил. Все меня кусают. Никто не хочет, чтобы я сюда шел. Все, я дошел. Вот и надо было вот это все устраивать, да? Ходить вокруг да около. А здесь мы что видим? Ой, дайте полезу. Так. Ну вот тоже блок там. Мне не подобраться, к сожалению. Ветки мешают. Ладно, там не так интересно. Слушайте, ну это да, искусственная, конечно, насыпь. Искусственная насыпь. Неизвестно зачем. Сейчас я найду место побезопаснее, где можно наверх забраться. Бесполезно искать. Давайте здесь прямо заберусь. Да ёшкин кот. Экс. Непонятно. Знаете, когда мы видим ровную поверхность на песчанике, это вообще ровным счетом ничего не значит. Иногда мы видим прям, да, вот четкие следы спила. Но в основном гладкая поверхность песчаника – это результат всего лишь навсего естественных процессов. Я не знаю, тут какие-то просто обломки валяются со следами. Ну вот, пожалуйста, вот эти следы. А здесь и там внизу я такие же следы видел. Это следы неестественные, по-любому неестественные. То есть можем, в принципе, предположить, что это остатки от обработки блоков, то есть обрезки, которые здесь свалили вот в такую вот кучу. Ну вот, со следами добычи, видите же? Вот они. Они со следами добычи все. Ну, все не все, не могу так сказать, что все, но тут я вижу их много. То, что мы не видим, это не значит, что их нет, они на обратной стороне могут быть. Да. То ли, ну, остатки, да, дефектные блоки нет, вряд ли, потому что здесь больших блоков я не вижу, учитывая, что вот эта каменоломня, которую мы только что посетили, она очень древняя, то это, пожалуй, обрезки блоков. Обрезки блоков, причем не такие мелкие, как мы видели до этого, да, в начале ролика, то, что я вам показывал, а тут прям такие здоровые куски-то. Вот они, эти отвалы, которые потом, ну, были засыпаны землей. Здесь тут что-то копал, нора, что ли, чья-то. Не знаю, такой, ну да, кто-то там живет, что ли. Ой, смотрите, какие норы. А кто здесь вообще может жить? Глубокие прям. Слушайте, а подскажите, вот кто в Камбодже-то давно живет и знаком с фауной местной? Я здесь очень много вижу вот таких вот туннелей. Ну вот тоже следы, видите, вот характерные следы. Характерные следы. Вот они. Которые мы видим здесь на множестве обломков. Да, то есть это все обломки добычи блоков. Ну или от их последующей обработки. Вот это да. Вот это я нашел. Вот это я красавчик. Да, все-таки не зря я сегодня поехал. Причем поехал только исключительно потому, что проснулся сам в 6 утра. Не планировал сегодня ехать, было лень. Вчера вечером решил, ладно, не поеду. Потом как-нибудь съезжу. А тут что-то проснулся. На улице было еще темно, еще 6, наверное, не было. Вот. И больше не уснул. Но я подумал, наверное, местный дух хочет, чтобы я его посетил. Ну вот я здесь. Вот я здесь. Скажем спасибо местному духу за то, что он нам все это открыл. Красота. Слушайте, у меня прям мурашки по коже, я прям не верю, что я нахожусь в таком изумительном месте. И ну вот рядышком находится комплекс Бен-Мелея, куда приезжают огромные автобусы с туристами, там по 50 человек, там сейчас целые кавалькады этих автобусов стоят у входа в Бен-Мелея.
А совсем недалеко от него, ну, ехать сюда, ну, я не знаю, минут 15, наверное, в общей сложности, находится то, что не видит никто. Ощущение — огонь. Друзья, приезжайте, вы это тоже почувствуете. А я вот с той стороны, кстати, видел, вот на этом склоне тоже какие-то большие блоки. И вот сейчас я снизу их почему-то не вижу. Хотел к ним подойти. А где они? Давайте отойду в сторону. Под глаза застилает. Вот те блоки я имел в виду. Давайте поднимемся. Так я там и спускался, я просто их не заметил. Ой, уже есть захотелось. Ладно, ничего страшного. Ну, они не такие уж и большие, как казалось. Ага, ну тоже видим следы. Вот они, эти характерные следы обработки. Так. Потрясающе, просто потрясающе. Так, друзья, камера перегрелась, поэтому мне придется сейчас поместить ее срочно в холодильник, чтобы продолжить съемки. Так, ну пока охлаждалась камера, я поснимал там короткие видео для ютуба. Вот сейчас мне надо бы попасть еще на один объект, координаты которого я взял из научной работы. Ой, придется шлем надеть, иначе он у меня будет... Ой, господи, друзья, знаете, от жары координация ухудшается. А сейчас жарища невыносимая. Короче, ладно, застегивать уже не буду.